Всем привет! Еду на работу. Может, что-нибудь сниму по пути и сэкономлю время для монтажа потом. Деревья, машины, теснота. Ладно, покажу вам, что я еду, куда я еду. Я знаю, что многие хотят видеть пользу от канала, поэтому, пару слов скажу, к чему вы должны быть готовы при покупке дома. Во-первых, тоже часть зрителей, с кем я общаюсь, и опять же, почему я не очень люблю с нашими работать. Вы ищете дом за 15-20 тысяч. Естественно, это будет либо плохой район, либо плохой дом. Или вы думаете, что все такие дурные, что этот дом не купили за 25 тысяч. Но жажда чего-то на шару, она нас побеждает. Или просто, нету денег и все. Нету другой возможности. Потом, когда мы его покупаем, мы что хотим? Отремонтировать его. И раз мы его купили дешево, значит, мы и хотим и отремонтировать дешево, правильно? Начинается поиск цен, людей. А ситуация такая сейчас, что людей-то, оказывается, нету. И дешевых тем более. Они есть. Но это как вам повезет, называется. А если вы живете где-то там вообще на отшибе, я говорю, всегда есть вариант какого-то детка-соседа, умельца на все руки найти, и он у вас там будет лет 10 колупаться потихоньку. Нормальный вариант, но он скучный. И не факт, что будет эффективный. И здесь и начинаются все проблемы. То есть я бы вам советовал изначально готовиться к худшему. Так вы хотя бы все время будете, так сказать, на стреме. Что что-то должно произойти. Не говорю, что ждать надо, что что-то произойдет. Но сюрпризы будут. Я даже сколько со всеми общаюсь, кто уже живет в Италии, переехал, многие просто стонут от этой бюрократии, от этого. Мы все так в голове себе все красиво представляем, выстраиваем, но оно так не работает. Я уже к этому привык. И почему я говорю, что надо все время работать, неважно, есть у вас деньги, нету, потому что завтра что-то случится, тот же штраф, даже болезнь. И надо быть готовым, иметь запас прочности какой-то. Также почему я не покупал дом? Потому что очень много, опять же, из-за того, что я, во-первых, мне не везло, как я вам говорил, с контрактами, с этим всем. Мне очень не хотелось брать в банке деньги, потому что, даже если вы купите что-то за 100 тысяч, воды попить. Даже если вы и купите что-то за 100 тысяч, оно не выйдет вам в конце 100, будет 130, не знаю, может 140, как там эти проценты работают. И все равно ничего не меняется. Вы как жили, каждый месяц платили, не свое. Скажем, а если я завтра помру? Какая мне разница, за что я платил? Ты же не думаешь за сына. Не могу я за себя иной раз не успеваю все обдумать. За жену подумай, за клиента делаешь работу подумай, за подписчиков подумай. Вам не кажется, что времени на себя не останется никогда? Поэтому я считаю, что каждый должен думать все-таки за себя, и сын тоже. Кстати, это тоже
большой минус, когда вы ребенку даете все. Зачем ему потом напрягаться, если у него уже есть все? Почему потом многие становятся такие разбалованные дети и наркоманами, и вечно недовольные, потому что ну дать-то дали, а дали то не то, то мало. И поэтому я считаю, что человек должен сам стараться. Я предлагаю своему сыну тоже, я говорю, ты понимаешь, пока я живой, давай вот вместе что-то напрягемся, будем думать. Но он молодой, не хочет он думать о будущем, он его вообще не знает, где оно и как оно будет. Раньше он говорил, а может я в другую страну перееду, а нахера оно мне надо. Он еще не дожил до этого, не понимает, поэтому он обо мне не хочет заботиться в этом плане, и что это вдруг я буду. Ну, как будет, так будет. Куплю, умру, ему останется, а не куплю. Ну, я, конечно, преувеличил, сказав, что я там, что я буду о нем заботиться. Все равно, конечно, забочусь, и вот буквально работали недавно вместе. Один раз, я уже рассказывал, то ли я билет не той стороной засунул, то ли чё, блин. Короче, я должен заплатить 80 копеек, а мне выдали квитанцию на 80 евро. Из-за того, что, я не знаю, как будто я с Милана доехал. Я 2 дня с сыном в интернете игрался, чтобы доказать, что я не заезжал в Милане. И вообще там никогда на машине не был. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie a lei. Мне, например, больше нравится проезжать, когда там человек сидит, более спокойно. И так не хочется, чтобы эти все роботы внедрялись. И хочется все-таки с живыми людьми общаться. Чао, ариведерчи и типа такого. Так что насчет помощи близким, я живу всегда по принципу делай, что должен, и будет, что будет. Я люблю людей доканывать своей помощью в надежде, что, наверное, они мне ответят взаимностью. Пришел помочь Юре, сыну. Надо сделать этот салон. Он как собаки. Как собаки жестко дверь беспощадно испортили. Ну все, иду работать. Ступка Венециана была, кстати. Наверное, многие думают, а как же, если я больше не хочу, хочу покрасить. Вот мы его зашкурим и покрасим сразу. Уже прошел эту большую крепко, что прошел. Нет, сукопарцы. Нет, здесь мало. Они очень глубокие. И что? Сукопарцы или может шкурить это? Давай я сделаю быстро этот ЗТЛ, то, что вижу, то, что... А ты делай, допустим, эту стену, она же... Вот это можно... Сукопарцы, это можно потерять. Да. Да, почти вот так вот шмат. Так, секунду. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. Think I was broken, I needed some time to clear my head.
'cause I've made all the mistakes and I've dealt with the heartbreaks, but I think that I found my way. 'Cause I've been sinking like a stone. Carolina, take me home. Nothing's ever really broken. I won't let you go, 'cause I'm finding my way right back to you. I'll find my way back to you. I see a river floating its way out to the sea. I can remember carving our names onto that tree, and I just wanna see you, 'cause you will never know just how much I've been missing home. 'Cause I've been sinking like a stone. Carolina, take me home. Nothing's ever really broken. I won't let you go, 'cause I'm finding my way right back to you. Yeah, I'll find my way back to you. I think that I'm finding my way right back to you. Yeah, I think that I'm finding my way. Thought it'd be golden, crossing the line and don't look back. But I've been sinking like a stone. Carolina, take me home. Nothing's ever really broken, and I won't let you go, 'cause I'm finding my way right back to you. Yeah, I'll find my way back to you. Равномерно. Потолок. Сверху. Уходи, уходи, а то потечет. Не останавливайся, может потечь. Ну вот так вот, что-то мне не работается на вилле самому, тоска, вышел, помог Юрий, говорю, так, в следующий раз давай выходи, мне поможешь, и мне веселее, и там тебя ждут сварочные работы. Я немного, скажу вам, в ступоре с той работой, с каналом. У меня как-то затянулся этот отпуск, я хочу насладиться ничего не деланием, смотрите видео до конца, и может быть меня поймете. Видео я наснимал много и про работу там, и про всякие нюансы.
Но это все позже. Пока я решил такое видео снять, потому что многие снимают в таком формате, и мне легче просто что-то объяснить, что хотелось объяснить. Как бы вам сказать по-другому, знаете, сделан большой объем работы на той вилле. Обычно мы делаем работу и уходим. А здесь у меня есть возможность насладиться вот теми изменениями, которые произошли. Знаете, входишь в какую-то эйфорию, оно прикольно, оно доставляет интерес. Ну, сегодня, может, вам покажу, ну, как я чувствую это в некотором сравнении. Но, опять же, смотрите дальше. Ну, конечно, цель нужна, и к ней надо идти. Но в том-то я вам скажу еще один такой хитрую проблему, которую вы не ожидаете. Мы все ждем, у нас мечта, цель купить дом в Италии, все, и вот она сбывается. И все же это было в радужных таких мечтах, все случилось, и вот оно. А что дальше? Мечта-то уже пришла, дальше о чем мечтать? Дальше-то начинаются проблемы, ведь это новое место жительства, это какие-то непредсказуемые вещи. Да, хорошо, у кого все так идеально, но теперь, скажем, вы будете привязаны то ли по деньгам, все равно оплачивать, ничего не изменится. Вот в моем понимании, я чего хочу? Я хочу купить дом, и когда я стану старой, чтобы я уже ничего не платил за него. Вот это будет мне реальная помощь. А брать на 30 лет ипотеку, при том, что мне 57, а в чем фишка? Я что, до 90 лет должен, все равно буду зависим от нее? Может, мне легче тогда перевернуть свой план и, ну, после войны поехать жить все-таки в Украину в свою квартиру? Мне там легче будет что-то доплатить и купить себе более-менее удобную. Ведь согласитесь, Черновцы тоже красивый город. Я его тоже, конечно, люблю, скучаю, и оно действительно родное, и всегда меня тянет туда. Не знаю, вот поэтому я, кстати, не делал никогда, ну, гражданство Италии. Скажем, разрешение у меня сейчас есть на 10 лет. Я могу поехать, вернуться, никто меня не будет лимитировать. Ладно, на обратном пути. Видите, газ здесь 0,62 копейки, а там 0,73, что ли, было, сколько там было, какая разница, за Римом, и, ну, и то за Римом, просто то автострада платная, мало то, что за автостраду платишь, еще и сделали бы хотя бы газ дешевле, нифига. Так что у каждого свое видение, видите, даже пример со Светой, после покупки этого дома, да, она это все покупала на радостях, все у нее так было светло, ясно, и я вот это, знаете, я говорю, повторяю, что я человек эмпат, я вхожу в ее состояние, и я понимаю, какое оно было, какое оно стало, и какое оно сейчас, и оно меня пугает, потому что не хочется сделать такую ошибку. Хочется, почему вот, допустим, я жена говорит, все, давай куда-то поедем, все, давай куда-то отдохнем. Я говорю, Валя, я не знаю куда, мы не очень-то, у нас есть опыт, а поехать просто, чтобы выкинуть бабки и потом поднять, заплатить за гостиницу, заплатить за какие-то услуги, которые мне не понравятся. У нас есть здесь, в нашем районе знакомая, она тоже вышла замуж за итальянца, у них свой автобус, они ездят по туристическим поездкам. Ну, пару раз поехали, ну, нету того сервиса, который хотелось бы. То есть вас привезли, кинули и все, бабки дали, дальше что хотите, то и делайте. Я так не хочу, мне так не нравится отдыхать. Ну, самому на машине ехать, да, если честно, немного все-таки побаиваюсь с этими правами. Не знаю, что я жду, на что я надеюсь. Пока так. Что, еду же, еду.
ничего не нарушаю, не нарушаю. Страховку плачу, плачу. Чего вам еще надо? Может, какой-то закон переменится. Ведь проблема-то не в том, что я нарушаю закон. Да, я его, может, нарушаю, а завтра выйдет другой закон, и я буду нормальный. Мне очень часто так случалось. Что... Опять же, те же законы, блин. У меня, рассказывал, у сына есть пацан. У него мама замужем за адвоката. Так вот, ей всякие штрафы там присылают, то парковки, то еще что. И она 80% аннулирует. Значит, что-то несправедливо, когда они его выписывают. А вы что, будете разбираться? На это и рассчитано, что вас по закону типа бомбят вот этими штрафами, вы должны это, вы должны то. А на самом деле должны, не должны, то такое. Поэтому я не очень люблю эти все законы. Они создают проблемы. И должен был пропустить его. Он непонятно едет, не едет. Вот это я не люблю. Почему, когда люди медленно едут, ты не понимаешь, что он хочет. Делаешь маневр, не делаешь. Повороты не включают. Все, почти я приехал. Сейчас, блин, быстро иду работать. Сын тоже там нашел работу. Надо ему привезти кое-что отсюда. Видите, как хорошо, когда есть инструменты. Мне пригождается, и ему. Ну, слава богу, что имеет работу. Я как-нибудь и сам здесь справлюсь. Вот у меня, блин, я не знаю, что это так. Блин, говорю, я почти все время работал в Риме. Сейчас вот эти села. С одной стороны, классно. В Риме, ну, устаешь по тоже метро, пока добираешься. Если на машине, вечные парковки. Здесь в селах хотя бы нету проблем с парковками. Приехал, места всегда полно, и это тоже плюс. И штрафов меньше, это тоже плюс. И расходов. Не, ну расходов здесь на бензин больше получается. Хотя я говорю, что я в Рим доезжаю всегда минимум 1,5 часа, а здесь за час. И говорю, о, далеко. Ну так за час же, не за 1,5, иногда и 2 получалось там с поездами. Ну, потому что пока дождешься, пока, а бывало вообще бах, и поезд не едет. Иногда ждал и по 3 часа, представляете. Так что машина все-таки лучше. Вчера купил скумбрию и еще там рыбки. Покажу, чего я с ней сделаю. Пока засолил, потом подвялю. Так, я извиняюсь, я немного отвечу на ваши комментарии. Обед, я опять ничего не ел, я уже хочу что-то кушать, потому что я аж похудел здесь, ничего не делая. То звонит Света, там то купить, это купить, куча ей ответь, на комментарии ответь. В общем, вкратце вам объясню за еще раз мой канал. Да, я вам показывал стройку и буду ее показывать. Но, во-первых, август месяц, я повторял, отпуск. Канал называется тоже «Жизнь в Италии». Ну, можете и не смотреть, если вам нужна только стройка. Ну, вот найдите только там ремонт. И смотрите только стройку, их полно на канале. Я физически не могу только стройку снимать, понимаете, почему? Я могу снимать жизнь, канал я назвал, жизнь иммигранта. Вот она жизнь, понимаете, обед, я хочу есть, я показываю, что я приготавливаю. Кабачки, которые вырастил сам. Как вырастил, тоже показываю. То есть вы должны понять, что если вы смотрите или хотите смотреть этот канал про жизнь. И не каждый ее покажет. Любой строитель вам не будет показывать, что у него происходит дома, что он делает на выходных. Он вам показывает стройку, да, оно так проще. Я могу сделать тоже 10 минут, только стройку. Поймите, за 20 лет она у меня вот здесь, вот, в печенках это... Нет, печенка здесь. Так, хватит мне этих кабачков, еще один.
Я этот канал сделал просто, ну, скажем, от скуки. То есть я тоже такие каналы смотрю. Что он еще расскажет? Вывернуть все деньги, купив заблаговременно в Париже какую-то квартиру и решив дать детям лучшее образование и будущее, вы уже сметесь, друзья. На самом деле реальность будет такова, что да вот у меня французы бегут в Испанию, в Агаратую. Это еще, в большом городе жить невозможно. Просто там уже Африка, Сахара, все. Поменялось все, там именно, я даже боюсь говорить, что там происходит. Там просто заказать, чтобы приехали и кого-то обнулили, стоит полторушечку. Просто на каждой улице смотрящий. Есть районы, которые не контролируются полицией, это официально. Такое есть везде. И в том же Франкфурте, друзья мои, есть районы, куда копы нельзя. И в Норвегии, в столице Осло. Везде, и в Италии, и в Риме, и в Милане. Он был на днях в Милане. И что интересно, то, что вам рассказывает Колобок, вам интересно, а то, что я вам показываю честно, реально, нет. Побыть 3 дня там, 3 дня там. В Венеции я заехал в гости к своим друзьям. Когда он успевает все узнать? Он на 2 дня приезжает туда, уже все узнал. На 2 дня туда он уже лучше знает, чем все местные. Оказывается, с Италии все бегут в Испанию, с Испании все бегут во Францию, со Франции все бегут в Америку, все куда-то бегут. Он думает, что он везде ездит, и все куда-то вот так вот бегают. Где-то он бы уже якорь бы бросил этот. Так что блогер я, можно сказать, 1 час в день, а также я такой же зритель, как и вы. И также реагирую так, как и вы. Это будет отдельный ролик, наверное, про Италию. Но, повторюсь, все, старые собаки ходят по улице. Ну и вот вам YouTube и психология зрителя, понимаете? Чтобы было 200 тысяч просмотров, вот надо такую чушь нести про собак, про пустые улицы. Естественно, они пустые, все уехали, поразъехались по отпускам. Но это преподносится как истерика какая-то. Периодически. Я ни на что особо не присаживаюсь. И раньше я смотрел, знаете что, я уже тоже говорил, мне так надоело что-то думать, там, рассуждать. И я смотрел только Comedy Club такое, что-то какие-то приколы, поржать, просто расслабиться вечером. Потом мне это все надоело. Поэтому, как бы вам не нравилась сейчас стройка или там, чего бы вы хотели, не хотели смотреть, оно рано или поздно надоест. На моем канале, ну, вряд ли соскучишься. Сегодня одно, завтра другое. И, скорее всего, зависит от вашего восприятия интересов, а не моих проблем, моего канала. Я понимаю, что не всем интересно, как жарить кабачки. Ну, идите, смотрите другое, как я не знаю, что, как летают, как плавают. Есть куча всяких каналов. Просто этого вы нигде не увидите. Я только на моем канале. Надо включить газ. Кто-то мне пишет, что-то ты много болтаешь. Ладно бы болтал и работал. Ну, может быть, и да. А у меня есть блогеры, они вообще сидят только в машине, болтают. И что вы думаете, у меня нету тем, которые бы вас заинтересовали? Ну, у вас, может, и нет. А какую-то аудиторию, да. Но мне выгодно этот канал, знаете, появляются клиенты, какие-то знакомства полезные. Для меня это важнее, чем, я не знаю, заработок на ютубе или что. Эти кабачки пропадают. И дома полно их, и здесь он один, еще на огороде. Ну что, надо же их как-то делать. И опять же возвращаюсь, что канал называется «Жизнь в Италии». Поймите, жизнь в Италии, она не есть вечная работа. Вот, допустим, у итальянцев. А мне нравится учиться у итальянцев. Она у них, работа это так. День прошел, и слава богу, так, пошел заниматься своими делами. Почему они любят работать до 3, до 4, повторяю?
Потому что если вы работаете до 7, то никакой жизни у вас фактически не будет и каждый день. Я раньше сидел тоже, я вообще меняю, все меняю постоянно. Сидел раньше на всяких стройках, на всяких работах. Где учился, где интересно было. Все, а потом мне вот здесь вот, я не могу и все, надоело. Дома работа, там сидишь работа. Только если какую-то там сложную работу надо посмотреть, ну да, я могу там полчаса уделить, час. А постоянно, не знаю, что вас привлекает в этом. Легче было бы в вашем, если вас что-то интересует, процесс работы. Ну да, здесь в общем. В общем-то можно, так сказать, вообще ничего не снимать, правильно? Показать в начале эту виллу, в середине, или все это превратить в быструю съемку и окончательный результат. И все это показать за 15 минут. То, что происходило там полгода или год. Вам-то интересно, но мне так сложно снимать, и я пока не могу. Да, когда я это все закончу, я смогу такое видео сделать, и, возможно, сделаю. Но пока так. Сейчас опять все скажут, ждем стройку, а ты тут всякую дребедень показываешь. Да, я уже давно хотел сделать коптилку. Вот в следующем видео покажу, что у меня получилось. Ну, пока вкратце. О, дымком пахнет. Не знаю, может туда трубочку надо поставить. Ну вот идет дым, видите. Что у нас тут? Блин, быстро сгорает. И как с этим бороться? Очень быстро. Это черешня. Что-то резал, осталось тоже. Она цвет дает лучше. Все работает. Телевизор поставил. От комаров сеточку прикрепил. А то задолбали то мотыльки, то комары. Еще эту притащил. В общем, нормальненько так у меня тут. Обживаю тут, пока света нету. Ой, жена мне простыней дала. Что здесь было? Вот действительно лежу, вспоминаю, это ужас. Ну, какое-то такое классное чувство. Жить можно. Ну и сейчас, можно сказать, история одной комнаты. Смотрите, что здесь было. И сейчас я, наверное, заслужил просто поваляться и побалдеть в ней.